5 июля сегодня. Мы собрались в 6-дневный поход по Крымским горам. Маршрут потом расскажу. Уже поднялись, первые одолели 2-3 километра с Ангарского перевала. Ну, не снимали ничего, потому что комары не давали. Комары как насели в лесу, так мы неслись, это как лоси неслись по этому лесу. Вот, первая остановочка. Вышли к роднику Индек-Чокрак. Вот он чуть-чуть есть. Это вселяет надежду, что и дальше вода будет, потому что без воды поход никак не срастается. Сейчас напьемся и дальше. Ну, напились, как верблюды. Набирать не стали пока канистру. В надежде на то, что раз этот родник живой, то и остальные будут живые. Уже там на Демирджия или уже на Курлюксу дойдем до следующего родника, и там уже водички еще наберем. Сейчас подъем. Подъем идет к Пахкал-Кае, где турстоянка Фуна. Мы там поднимаемся. Первая часть, она вообще вся вверх. С Ангарского перевала на Демирджияеву. Это мы еще выиграли расстояние по вертикали, потому что Ангар это 752 метра. А мы туда добрались на машине. Хорошая экономия сил. Вышли на Фуну. Дорога-то хорошая. В прошлый раз мы шли через лес. Лезли по хребту этому или Кая. Вот. Там значительно сложнее. Здесь дорога проще. Есть один вот родничок, действующий даже в июле, что очень хорошо. Ну, а вот сейчас мы полезем на Яйлу. Еще осталось вот забраться вот туда вот, наверх. И по высоте мы все уже закончим набор. Дальше будем гулять себе по плоской Яйле, спокойненько, наслаждаясь. Ну вот сейчас мы отдохнем, и вот надо забираться. А вот и лошади. Лошадки. Лошадки, лошадки. А, лошадка. Лошадка, лошадка. Так вот и приходится пробираться среди лошадей. А вон и Наташечка внизу. О, пробирается среди буйной яйлинской растительности. Ну, подъем здесь такой очень даже душевный. Он не длинный, но сделан достаточно ответственно. Напоминает подъемные кризи. Поднялись вверх, уже почти на самую Яйлу вышли. Вот осталось еще небольшой бросок. Сюда отличные виды. Вот Пахкал-Кая. А вот тут какой борщевик растет, а? Тут ему просто какое-то раздолье. Огромнейшие кусты. Прям какая-то страна борщевиков. На горы, на горы, на горы к вершине, уйдя от живущих внизу на равнине. Поднялись мы вот в горы. Первым делом, кстати, подкрепились. Да, мы уже на Яйле. Первый подъем одолели. А сегодня уже подъемов не будет серьезных. Перекусили. И вот любуемся видом на Чатырдак. Это со стороны Ангара. В этом году, несмотря на июль, прямо зелень буйная, сочная. Все цветет. Обычно все уже в июне заканчивается. Но этот год была поздняя весна. И вот 2-3 дня шли дожди, они еще так освежили
всю растительность. Очень красиво. Погода нас балует. Тучки. Иногда солнышко выглядывает. И даже скорее холодно, чем жарко. А вчера в Симферополе внизу было, ну, наверное, 34-35. Какое-то небывалое количество этих орлов. Или это гриф, отсюда плохо видно. Ну, как мух просто летает. Курлюк-Баши, долина речки Курлюксу, северный край Дюмерджи-Яйлы. Вниз, наверное, метров тут перепад 40-50 где-то примерно. Вечереет уже, вымотались, холодает, невероятное дело. Сейчас в Симферополе было 35, деваться некуда было от жары. Вот, Наташка приутомилась, в палатке осталась, но я пошел искать родник в Курлюксу. Где-то он вот в этой балке течет, ну, все совершенно незнакомо. Потому что сильно очень заросло. Вот какая тропа проглядывает. Травы в этом году небывалое количество. Ну, надеюсь, что найду. Потому что у нас на этот родник были виды, конечно. Нарезал уже пару километров. Вот, кажется, нашел. Но что с ним, пока не ясно. Выглядит он вот так. Эта водичка стоит. Ну, что-то набрать можно. Казалось, что гибкую канистру совершенно невозможно набрать методом погружения. Стенки сдавливаются. Остается вот только черпать ладошкой. Вот уже почти 5 литров начерпал. Вода, конечно, застойная, но под фильтрацию пойдет. И на завтра нам хватит. А завтра мы уже дойдем до Суата. Там наберем еще воды. Ну и кружку, конечно, я тоже с собой не догадался взять, чтобы начерпать. Все кровь прилила к ногам, от мозга отлила. Мозг ничего не соображает. Ну, бывает так. Заканчивается первый день. Все, несмотря на то, что уже светло, мы уже ко сну отходим. Находились, налазались. Организм сопротивляется вовсю.
Называется акклиматизация. Не хочет он работать. Говорит, куда ты меня завел и зачем? Где мой диван? Где мой компьютер? Где мой телевизор? Где моя кухня? Где мой душ? Ну и так далее, короче. Завтра, надеюсь, будет лучше. Ташечка, вот она, кстати, тут рядом. Да, здесь. Подсказала мне одну философскую мысль. Сидишь у тебя дома во дворе, бокальчиком вина в кресле, и так тебя тянет в горы, чтобы на закат посмотреть. Сил нету просто. Вот сидим и все, завтра пойдем в горы на закат смотреть. Ну что, вот мы пришли в горы, ну вот поесть хватило сил. Вот сейчас упали в палатку и лежим, друг друга уговариваем пойти посмотреть на закат. Ну что-то пока никто не хочет. Наверное, сейчас будем спать, наверное. Пойдем смотреть на закат, а потом спать. Вот это сила воли. Пойдем смотреть на закат. Хорошо, пойдем смотреть на закат. Но сначала полежим еще немножко. Начался уже день второй. С утра снимать совершенно не хотелось. Поели, попили, собрали вещички и пошли дальше. Вот немножко промахнулись. Надо было идти на Стол гору. Мы поднялись на гору Долгую. Но это немного совсем тут. Но все равно лишние 100 метров по высоте сделали. Да, виды отсюда просто прекрасные. Вот, забрались мы наконец на Стол гору. Вот этот самый стол посреди кадра. Ну а на столе, конечно, что делают? Ну, на столе, конечно же, обедают. Ясное дело. Обед на Стол горе. Дорога с восточного Суата на Демерджи. Как тут поднимаются на машинах, я, честно говоря, не представляю. Пришли на турстоянку Суат Восточный. Тут всякие сооружения появились. Ну, конечно, и свинства хватает. Видимо, давно никто не убирал.
Сейчас мы это все осмотрим и пойдем на родничок. Тут 2 родника. О, заботливые люди спиральки от комаров оставили даже, кружки. Вот Наташечка. Вот видно несколько мест для установки палаток. И тут должен быть в 100 метрах первый родник. Пошли искать. Так, первый склад нашли. Он еле живой. Еле капает. Так, тут в 300 метрах должен быть второй склад. Пойдем посмотрим, что там творится. Второго свата пока не нашли. Увидели какую-то табличку. Пойти посмотреть. Какая-то история про румынских кавалеристов в лесах Крыма. Нет, нигде не встречал. Надо будет почитать. Убито 3 офицера, 50 солдат и 28 лошадей. Лошадей жалко, конечно. Второй родник. Удалось найти посложней. Без GPS вообще заплутал, бо тут было как-то видно озерцо какое-то. О, вполне себе прилично течет. Первый полноводный родник на нашем пути. О. Так тут сделано все. Тут он собирается. Вот. Вот он, родничок.